Всех приветствую на канале. Меня не было 8 месяцев или около того. И, к сожалению, как бы я не хотел заниматься каналом, что-то снимать, что-то вам показывать, возможности не было практически никакой. Я знаю, что многие следят за видео, за каналом, за вот какими-то моими приключениями. Я хотел бы извиниться за то, что я пропал, исчез, потому что многие спрашивали, будут ли дальше видео, но диплом и конец того года, начиная с лета, просто меня немножечко выбил. Выбил и по состоянию, и физическому, и моральному, и диплом оказался намного больше, чем я того ожидал. 2 дедлайна, которые моя школа мне выставила, я 2 дедлайна прощелкал. Это был в начале март месяц, потом это был сентябрь. И вышло так, что только ближе к середине ноября я вышел на съемки тогда, когда уже было холодно, а история должна была произойти летом. Ну, вы понимаете, что творилось на съемках. Как бы то ни было, диплом я получил, это приятная новость. И вот такой у меня есть диплом о профессиональной переподготовке государственного образца, что меня очень радует. Я не знаю, пригодится он или нет. Честно, я не верю в то, что получил диплом, получил путевку в жизнь. Нет, у меня уже есть диплом, первый, инженерный, и никакой пользы он мне не принес. Слава богу, я не салкашился на заводе, убежал и занимаюсь тем, что мне по душе. Однако здесь вот есть все. Киношкола «Свободное кино», я о ней говорил, вот я в ней отучился. Диплом, пусть и недоделку, я все-таки сдал. Здесь все. Вот, то есть теперь я кинематографист, режиссерский курс, автор кино. Он еще не доделан. Я надеюсь, что весной я его уже окончательно добью. Опять же, было снято почти все, но часть мы не досняли, самые последние сцены. Ну, одну сцену нужно переснять, потому что она получилась плохо. Нельзя было зимой ее снимать. Какие объективы я использовал? Я использовал Industar LZ для крупных планов. Я попробую какие-то кадры показать прямо со съемок, съемочные. Для примера, значит, это был Industar LZ 50 мм. Далее, это был наш любимый, великий и могучий Юпитер 9. Это наши крупные планы. Где-то даже, может быть, немножко дальше я брал, но в основном это крупные планы актеров. И в этом отношении он справляется, просто великолепно. Великолепный объектив, великолепное стекло. Если учитывать его возраст, прям вообще огонь. Честно, особенно этот с золотистым просветлением, хотя, мне кажется, КМЗ с малиновым тоже хороши. Пентакон 29, я его как раз перед съемками, мне удалось его купить. Он очень сильно уставший, по нему видно, прям сильно уставший. Здесь у него вмятины, у него есть проблемы на просветлении, вот их можно заметить, вот они. То есть оно где-то довольно-таки серьезно потерто, но как бы то ни было, вот здесь вот видно у нас замечательная такая потертость. Но как бы то ни было, дело он свое сделал, я тоже попробую показать. В основном я его использовал на самодельном Снорикэме. То есть есть такое вот. Я покажу эти кадры. На самом деле стекло классное, честно говоря. Но его не с чем состыковывать. То есть если бы была еще хотя бы полтина. Этот объектив использовал мир. В основном это все. Мир 1 я уже много раз вам показывал. Такие объективы я себе или там подкупил, или у меня уже были, но я ими не занимался. И я хотел бы его разобрать, смазать, показать, потому что я хочу им пользоваться. У нас это Белома или ММЗ, Минский механический завод. Это у нас Юпитер 3, светосила у него 1,5, F5 это полтина, 50 мм. Навскидку он у нас 57 года. Мы смотрим по первым 2 цифрам. Это не всегда работает, но здесь, я думаю, это правда. Итак, у него довольно любопытное просветление. Если здесь оно именно прям такое, больше золотистое. Золотистое, то есть есть, вот, видим, розоватое, но в тот же момент золотистое. Достаточно редкое. То есть, видимо, в какие-то годы, или, может быть, оно было какое-то экспериментальное, или какая-то ограниченная серия, вот мы видим прямо вот золото, золотистое, то здесь она больше янтарная, то есть вот ближе, больше оранжевая. То же самое, вот сейчас я вам
попытаюсь показать малиноватые, очень-очень такой слабенький оттенок. И вот оно больше все-таки янтарное, в сторону оранжевого уходит. Очень красивое и, кстати, такое не сильное, то есть достаточно незаметное оно. А вечером при таком вот плохом свете видно лучше. Сейчас, видимо, просто много света. Очень красивое. И я уже, здесь совсем не двигается. Я немножко его все-таки ставил, чтобы попробовать понять, насколько он проблемный. Картинка у него, просто огонь. Просто огонь, хотя кто-то считает, что разница между 3-м и 8-м нет. Я много раз использовал 8-е. Возможно, самые ранние 50-х годов у них и прикольные, но все-таки, мне кажется, более поздние, там 60-х, 70-х, немножко этот поинтереснее будет. Да, он по факту более люксовым считается, все-таки светосила 1,5, это, нехило так светлее. Я знаю, да, что на механике там сразу будет грипп вот такой вот маленький, будет все вылетать, смотря для чего использовать. Я хочу разобрать в первую очередь его, потому что он может мне пригодиться в ближайшее время на съемках. Заодно и для средних планов, я думаю, будет огонь. Далее, я подкупил себе вот такой. За него я отдал довольно много, честно говоря, немного жалею. Юпитер 9. Меня много раз спрашивают, зачем тебе там 2, 3 и так далее. Первый момент. Отдать какому-то коллеге, чтобы он снимал, и была такая же картинка. Поставил себе для крупных планов. Второй момент. Бывает так, что съемка на площадке производится параллельно, то есть разбегаются операторы и снимают разных людей для ускорения и так далее. Третий момент. Это 8, то есть диалоги. Тогда, когда есть 2 камеры, у меня, допустим, на дипломе было 2 камеры, Sony A3, моя A7 III и 4 студийная. И можно будет вот так вот 8 снимать. Туда на актера и сюда на актера. И все в один момент, то есть диалоги не по очереди каждого и терять время. То есть я всегда стараюсь, чтобы объектива было хотя бы 2. И такой момент, что если ты не понимаешь, как его разобрать, ты можешь один использовать для примера, по нему ориентироваться, там, сравнивать расстояние между кольцами, там, где торчит хвостовик, сильнее, ты тогда будешь понимать, у тебя какой-то является эталонным, допустим, видно, что в него не залазили. Или он новый, или ты понял, что оно все собрано правильно. И ты по нему ориентируешься и разбираешь свой второй. Этот объектив я взял довольно дорого. Это была моя осознанная трата. Кстати, вот у него прям, это я попозже буду рассказывать подробно. Побитый. Побитый он довольно серьезно, состояние у него было довольно серьезное. Как бы то ни было, он хуже, чем КМЗ. Но по порядку будем разбираться. Этот я тоже хотел бы разобрать, но о нем пока попозже. Он неплохо, как для ширика, крутится, немножко туговато, не плавно, но то есть у него там тоже какие-то рывки, какие-то пробуксовки. Но как бы то ни было, я чуть-чуть позже к нему коснусь. Все у него здесь неплохо работает. Хороший объектив, я повторюсь, это классный пентакон, и я люблю. Есть еще Полтина 51,8, но это нужно собирать парк, чтобы у тебя была оптика приблизительно какая-то схожая, потому что он тоже дает картинку, которая ни с чем не состыковывается. Я об этом говорил. Сейчас вы мне скажете, что за баян, сколько можно? Но ради спортивного интереса я взял на барахолке, нашел там за 500 рублей. Он такой прям подуставший. Прям видно, что он подуставший. Там он у нас наверняка и какой-нибудь грибок будет. Вы скажете, что такое, что за баян? Но я говорю, здесь у нас чисто спортивный интерес. Вон у него полный пипец. Именно спортивный интерес. Потому что такой гелик, именно 44М, я не разбирал. И кроме того, у меня есть такой же в идеальном состоянии. КМЗ тоже. У него состояние близкое к идеальному. Я потом просто по примеру его разберу уже не на видео. Опять же, уже говорил, смысла глубокого я не вижу, снимать не буду. Это чисто ради спортивного интереса, и чтобы это раздолбено не валялось, он совсем тугой, весь в грибке, весь там, я за 500 его увидел, видно, что парни эксплуатировали, такое. Погоняем, опять же, его разбить не жалко, его там, не знаю, подарить другу не жалко, вот для этих целей.
Далее, много раз уже показывал, но я так и не делал разбор. На ютубе такие разборы есть, но как я уже показывал, когда там вот такой вот маленький объективчик, он очень далеко, его разбирают, ничего не объясняет, ничего не понятно. Это довольно прикольные объективы, я на них уже снимал, уже показывал, но я не делал разбор этих объективов. 135 мм у нас 4, то есть они темноватые. Я ими уже давно не пользуюсь, но как бы то ни было, у меня их два. Они прикольные, винтажные. У меня есть два 135 мм, это Юпитер 37А с MC. У меня их уже два. Вот на них я снимаю, если мне нужно 135 мм. Но, честно говоря, как-то это расстояние меня уже от этого немножко отошел. В основном я вот снимаю на 85 мм. Меня очень прикалывает это расстояние. Оно достаточно редкое. Оно достаточно дорогое. Почему-то вот эти объективы безумно дорогие, особенно зеркальные. Доходит там до 20 тысяч. Это какой-то бред. Может быть, вам хотелось бы, чтобы я снял видео всех моих объективов. Именно такой балабольный, разговорный ролик на поговорить. То есть не конкретно с разборкой. Я показал бы, какие объективы у меня есть. Все. Современные, их там у меня процентов 5, и 95 у меня, ну, в основном они советские. И я бы рассказал о каждом, плюс-минус, сказал бы, снимаю, что я им снимал, не снимал, почему, зачем, что я считаю и так далее. Если вам это интересно, я соберу там на каком-нибудь большом столе, здесь у меня места маловато, хотя может быть и здесь. И покажу, у меня там, ну вот я сниму их с тушек, у меня там 2 ящика этих фотоаппаратов пленочных, сниму все объективы и просто покажу, расскажу. Если вам интересно, просто напишите мне в комментариях. Мне кажется, это тоже любопытно, и за 2-3 года опыта, конечно, у меня хватает. И заодно я вам скажу, какие работают, какие не работают, какие использую конкретно на съемках. Я пытаюсь об этом говорить всегда, но и показывать. Но то есть, почему, что пошло не так, какие проблемы возникли и так далее. Если вам любопытно, напишите мне. Давайте приступать к разборке. Какие у нас есть проблемы у этого объектива? В принципе, состояние у него, ну, от 4,5, мне кажется. Линза у него практически на 5. Это очень, конечно, хорошо, если учитывать, что он 57 года. Какие у него есть сложности? Естественно, у него кольцо двигается, но с рывками сухая, это нужно будет смазывать под кольцом. Сами лепестки у нас сухие, плохо видно, но я потом покажу, они сухие. В этом отношении все классно. Далее у него люфтит, сейчас если будет слышно, люфтит хвостовик, я буду смотреть, снимем это кольцо и поймем, что там не так или там нету болта. Из-за этого оно будет болтаться на переходнике. Вот здесь, ну вообще здесь вот немножечко надо будет потом или подтянуть, или понять, в чем проблема, или искать винт. Далее, кольцо фокуса у нас крутится нереально туго. Это не рабочая история, оно вылетает из переходника, даже когда я первые какие-то попытки делал. То есть это нужно будет разбирать, вымывать, ну это вот прям вообще с жестким усилием, чего быть не должно. Линзы, они в порядке, практически идеальные, но вон мы видим, у нас есть какая-то паутинка. Я подумаю, возможно, я откручу задний линзоблок и попробую как-то это все продуть, если это поможет. Почему я не хочу разбирать подробно до каждой линзы? Потому что у меня нет настолько вот, ну, соответствующего рабочего места. Здесь много пыли, все-таки частный дом. И я просто как бы потом вижу, что пыль остается, как бы я там не вылизывал, но все равно пыль она потом в конце остается. Я подумаю, или я покажу, как это все разбирается. Оно примерно так же, как в Юпитере 8. То есть они очень похожи. Или мы открутим задний линзоблок, и мне удастся достать вот те какие-то паутинки, вот эти какие-то мусоринки, я все выйду и будет чисто. Или если нет, тогда я уже как-то по минимуму буду залазить. Но не хотелось бы. Это нам пригодится в будущем. Выставляем вот на минимальную дистанцию фокуса, здесь чуть меньше 1 метра, и смотрим, у нас хвостовик, вот линзоблок, задний линзоблок и хвостовик, они практически
полностью в одну линию. Едва-едва на какую-то долю миллиметра вот этот линзоблок, часть линзоблока у нас выходит, вот я думаю видно, выходит за вот наш хвостовик. Запомните, то есть практически в одну линию. Это правильное положение. То есть его запомним. Оно при сборке должно быть такое же. Ну что ж, давайте разбирать. Все запомнили, все посмотрели. Запомнили, где что, какие есть проблемы, тонкости. Давайте разбирать. Действуем как обычно. Мне кажется, это самая лучшая схема. Она самая рабочая. Невозможно в ней запутаться, потому что есть, опять же, ребята, ну на том же ютубе, они здесь кусочек, там кусочек, тут кусочек. У тебя начинается какое-то мясо вскрытое. Здесь мы сделаем с вами, отделим узел геликоида от узла у нас линзоблока и диафрагмы. Делаем это по классической схеме. Выставляем здесь на 22. Здесь мы выставляем на бесконечность. Ну вот видите, насколько туго. Сейчас я выставлю. Все, оно у нас вот встало. И мы берем и хватаемся за кольцо, выкручиваем переднюю часть. Аккуратно, без резких движений. Вот. И она у нас пошла. Не теряем прокладку. Она сейчас должна быть. Вот она. Вот. Эта прокладочка. Ее не теряем. Она очень важна. Потом запаритесь искать. Это в сторону. Пока нам вообще это не нужно. Начинаем мы с того, что снимаем кольцо именно нашего фокуса. Вот это кольцо. Самое большое. Вот наши винтики. Возьмите маленькую отвертку и вначале попробуйте. Если они идут туго, то лучше возьмите, промокните бензином калоши или обезжиривателем вот сюда, капните шприцом или, может быть, ватной палочкой и подождите какое-то время, чтобы здесь все раскисло. У меня оно двигается. Потому что можно эти винтики выломать, ну и потом вы будете искать донор, эти винтики, где их найти и так далее. Я рекомендую выкручивать эти винтики полностью, не оставлять. Есть опять же советчики, которые говорят, оставляйте их вот здесь, потом, когда вы будете мыть, ну, имеется в виду в корпусе, оставить, не до конца выкрутить, потом, когда вы будете это мыть, вы их посеете. Я так уже делал, я не рекомендую, то есть я потом их не нашел, где-то у себя в гараже, они там миллиметровые эти винтики, я рекомендую выкручивать полностью. Выкрутили, теперь снимаем наше кольцо. Аккуратно, не спешим. Вот оно плохо идет. Есть, выкрутили кольцо в сторону, потом будем мыть. Далее нам нужно открутить само кольцо с хвостовиком. Здесь, кстати, вот отличие, я такого еще не видел. Здесь у нас 1, 2, точно так же 3. Обычно здесь 1, но максимум 2 винтика. Но здесь 3. Тоже это говорит о том, что он немножко более элитный. Этот объектив по сравнению с 8. Просто говорят 1 в 1. Ну, не совсем, мне кажется, 1 в 1. Все-таки он, ну, немножечко потоповее, я бы так это сказал по-современному. А винтики такого же размера, как первые, поэтому мы их не перепутаем, точно так же выкручиваем и пока забываем, не напрягаемся. Двигаемся дальше. Нам нужно это кольцо, я так думаю, что оно по резьбе сейчас будет откручиваться, нам нужно его просто раскрутить. Берем, хватаемся за эту часть, за эту и все, вот оно, аккуратно. Здесь тоже все закисло. Начинаем эту историю раскручивать. Да. Все, пошло. Есть. Такое, кстати, довольно толстое, мощное кольцо. Тоже не помню, чтобы оно такое мощное было на 8 Юпитере. Надо будет потом глянуть. Ну и вот то, о чем я говорил. У него совсем другое строение, я даже не совсем понимаю пока, что у нас здесь за метки, что они означают. Здесь есть метка. Далее, метка у нас вот здесь. Я повторюсь, он отличается от 8, потому что 8, я не знаю, наверное, закрытыми глазами пересоберу. По-моему, там все очень просто. Здесь он как-то сделан довольно хитро. Ну, давайте разбираться по порядку. Давайте запомним это положение. Возможно, это не пригодится, но я пойму только, когда полностью на 100% разберу. Вот запоминаем, что если у нас максимально вправо кольцо фокуса, вот оно стукнулось, он будет, этот стопорной винт уперся слева от, вот с меткой, там где у нас винт.
Далее, если мы будем крутить обратно на бесконечность, она очень туго, на бесконечность, сейчас он точно так же стукнется. Вот он у нас, стопорной винт стукнулся. Здесь эти винты, вот запомните положение, они практически у самого края. Немного не доходят, где-то на миллиметр. Выкручиваем эти две направляющие, вот они. И выкручиваем, вот сюда его заводим, здесь специально прорезь, выкручиваем наш стопорной винт. Будьте очень аккуратны, потому что вот эти стопорные все винты, здесь сдвинулось, я бензином калошей залил шприцом, здесь сдвинулось, здесь сдвинулось. А вот здесь ни в какую. Если разворотить вот эту вот отверткой этот винт, то он, даже если вы его выкрутите, он уже адекватно по вот этому пазу ходить не будет. То есть здесь нужно максимально аккуратно. Сейчас пойду еще заливать, потому что на данный момент он не двигается. Объектив 57 года, ну сколько ему там около 70 лет. То есть удивительного ничего нет, даже если когда-то, то есть он внутри более-менее в порядке, но за 70 лет оно могло закиснуть, ну просто намертво. Поэтому приходится быть аккуратным, или потом будете искать новый винт. Перед тем, как это все полностью снять, я предлагаю сделать нам одну подсказку. Вот здесь все ровно в таком положении, сразу после того, как я выкрутил эти все винты. Видите, вот здесь у нас есть такая как бы царапка, ну риска царапка, это кто-то уже ставил. Я предлагаю чуть-чуть сдвинуть вот сюда. И вот здесь на внутреннем кольце тоже поставить такую риску, чтобы мы поняли, что вот в таком собранном положении оно в конечном итоге точно так же вот вышло на эти позиции. Ну то есть что мы берем? Мы берем и вот здесь вот царапаем. Ну вот возле этого, видите, отверстия. Вот чуть-чуть левее я сделал такую же риску. Выкручиваем первое кольцо геликоида, вот оно. Насколько я понял, здесь резьба немного заходная. Я буду разбираться и дальше, но на первый взгляд можно смело выкручивать. Оно выкрутится где-то в районе вот этой риски. И насколько я пощелкал, я не услышал, что еще где-то есть. То есть она только в одном месте. Вот. Давайте пока на это опираться. И потом по сухому я еще проверю. Это кольцо геликоида. Здесь вроде все понятно. То есть оно вот доходит до упора напротив красной. Вот эта метка напротив красной метки. Точки заводской. И вот дальше оно уже не идет. Давайте на это и опираться. То есть эта метка, какая она и была, заводская. Ну или может быть каким-то мастером. Где-то примерно вот при максимально плотном состоянии вот напротив красной метки. Все, выкручиваем. Потом при сборке, когда мы докрутим до конца, оно должно вот так и встать. Выкручиваем. Здесь можно уже смело выкручивать, мы понимаем. Можно, конечно, запомнить место выхода, но видите, вот оно вот здесь вот выскочило. Это нужно точно так же еще какую-то метку делать, напротив чего оно выскочило. А зачем? Мы понимаем, при каком положении оно должно быть собрано, этого достаточно. Все, снимаем. Ну и все это у нас теперь уходит на мойку. Бензин, калоша, моем. Все детали вымыты. Все чистенько, красивенько. Будем начинать собирать. Я обычно смазываю вот этой смазкой Castrol LMX. Она меня полностью устраивает, классная, она проверена, и в плюс 40 проверена, и на морозе проверена, ну немножко густеет она на морозе. У этой смазки есть определенный минус, она густовата. И там, где направляющая, например, в Юпитере 9, она просто не подходит, слишком тяжелая, слишком вязкая смазка. И мне действительно, вот то есть 9 Юпитер я и смазать просто не смог. Ну невозможно провернуть. Здесь есть такие же похожие направляющие, как в Юпитере 9, и меня это смущает. Я не буду ей пользоваться. Я попробую в качестве эксперимента. Вот я взял Ciatim 221. Почему не 201, или, по-моему, 201, да? Там литий в составе. Здесь мы смотрим состав. Здесь лития нет. Ну, два варианта. Или я тупой, но я не вижу здесь именно литий. Просто в чем фишка? Даже, по-моему, эта смазка
Если я не ошибаюсь, там есть какие-то литиевые или присадки или что-то такое. А со временем ходят как бы такие слухи, кто-то их обосновывает, кто-то нет, что оно портит алюминий. Имеется в виду, конечно, наверное, десятки лет. И, ну, вообще-то нужно пересмазывать объектив там, через 2 года, 3, наверное. Но ведь оно там по 10, 20, 50 лет лежит, и это нехорошо. Я буду в качестве эксперимента использовать эту. Это я ни разу еще ее не использовал. Новенькая. И в чем фишка? Она более легкая. То есть у нее вязкость не такая сильная. Давайте попробуем эксперимент. Давайте будем искать наши первые два элемента. В чем суть? Здесь наша риска. Она должна потом соединиться. Ну, на деле она немножко будет перебегать, потому что здесь же слой смазки был. Должна плюс-минус соединиться при максимальном плотном состоянии, должна соединиться с этой точкой. Здесь я заметил, что вот я, допустим, беру слепую, вот так слепую, и начинаю крутить. Оно настолько не притерто, что оно дальше даже не идет. Вот, хорошо, давайте искать дальше. То есть то положение, опять, настолько не притерт геликоид между собой, что оно даже не идет. Поэтому здесь, мне кажется, будет только единственное правильное положение, это там, где, вот, видите, и оно без проблем пошло дальше. Ну вот здесь чуть-чуть есть трение, но оно небольшое. Давайте мы посмотрим, дойдет ли оно до упора и куда. Еще. Вот наша точка красная. И оно вот полностью до упора зашло немножко дальше. Естественно, там был слой смазки, поэтому оно встало вот так вначале. Вот это и есть наше положение. То есть все остальные позиции, хорошо, давайте мы попробуем на шаг сделать дальше. Вот сейчас попробуем перещелкнуть. И попробуем до щелчка. Еще. Вот. Нет, еще. Вот. Зашло. На один шаг мы сместили. Оно дальше, все, оно дальше не идет. Так, аккуратно. То есть оно дальше не идет. Значит, тут у нас, мы можем, кстати, по ходу геликоида, а остальные, они даже не притертые варианты. Все, давайте смазывать. И по факту здесь, ну, по крайней мере, в моем варианте, может у вас подраздолбаней. Самое главное, это тонкий, равномерный слой. Это самое главное, потому что тогда легкость хода будет обеспечена. И кистью, это кисть от бритвы. В наборе шла. Мне кажется, такие кисти даже можно где-то подкупить. Смазали. И начинаем искать вот то наше положение. Если не идет совсем туго, вот в моем случае оно вообще не идет. Начинаем искать, просто вот перещелкиваем, она многозаходная, и начинаем искать ту позицию, вот опять не идет. Ту позицию, которая правильная. Ищем. О, пошло. Видите, сразу пошла. Давайте мы глянем, правильно я все-таки угадал или нет. Доведем ее до конца. Вот. Вот мы вышли. Вот наша правильная позиция. Первые две части у нас поставлены на место. Теперь будем искать положение для третьей. Ну и далее смазываем вот здесь мелкая резьба тонким-тонким слоем. Здесь много не нужно. Ну и теперь дальше соединяем эту часть. Здесь, насколько я понял, все-таки резьба однозаходная, поэтому можно смело закручивать, ну, практически в любом месте, вот где мы тут. Мы найдем эту резьбу, вот, нашли. И начинаем закручивать до конца. Потом мы с вами просто между собой эти все три части состыкуем. Как это сделать очень легко. Вот это кольцо мы докручиваем полностью до упора вот к этому, как я уже говорил, на котором у нас фокус. Теперь мы ведем его назад ведем, то есть вот до упора все уперлось, и немножко теперь назад ищем наше отверстие. Ищем его, мы на него вышли. Да, вот вышли. Вот. Есть. И теперь нам нужно эти две части между собой повернуть по отношению к самой основной. И вот мы вышли теперь на направляющий. Давайте проверим. Здесь у нас царапин нету. Давайте поймем, правильно ли мы их нашли. Здесь у нас... И давайте покрутим. Вот. Вот у нас наши царапины совпали. В итоге у нас
все положения одинаковые. То есть мы просто нашли вначале между собой вот здесь, вот оно, и потом немножко докрутили, чтобы еще найти вот здесь совпадение. Все 3 позиции у нас совпали. И теперь здесь, естественно, тоже немножко нужно смазки, чтобы по направляющим ходил. И закручиваем наши стопорные винты, они же направляющие. Стопорной винт, он немножко поменьше, его закручиваем. В него как раз таки упирается вот эта наша часть. Так, этот закрутили. Здесь тоже немножко потом дадим смазки, чтобы винт ходил тоже вот здесь, был в смазке. Все у нас здесь закручено, смазано. Здесь точно так же я докинул на этот стопорной винт смазки. И здесь, чтобы оно ходило по направляющим, все везде было смазано. Теперь давайте закручивать хвостовик, потому что я не могу нормально, все в смазке скользкое. И я не могу вот это покрутить, разогнать, а это нужно будет. Здесь, насколько я помню, вообще он должен быть только одно положение. 99% всегда делается так. Главное потом просто попасть по винтикам. И, кстати, что любопытное я заметил. Здесь, вот для этого хвостовика, у нас здесь отверстий по 2 пары. То есть здесь или это был какой-то брак сборки на заводе, или, то есть вот здесь вот самое важное вот в этих объективах понять, правильно ли они изначально собраны. На данный момент нам же нужно как выставить, чтобы красная метка, вот это, плохо ее видно, и вот это совпадали. Все, тут закручено, винтики сильно утоплены, так и должно быть. Ну и осталось теперь наше последнее кольцо. Мы видим здесь, кстати, все так же, как и было, в уровень. То есть навскидку собрали хотя бы так, как оно и было. И теперь осталось только наше последнее кольцо. Ну вот у нас совпали опять же наши значения. И, то есть оно немножко дальше было, чем 1 метр. И вот наши дырочки закручиваем и будем как-то разрабатывать и пробовать. Определенный вывод по механике. С ней были довольно сильные проблемы. Мне удалось, насколько только это возможно, исходя из его возраста, их решить. Какие были проблемы? И исходя из этих проблем, какие получились дальше? Первое. Геликоид этого объектива состоит из 3 элементов. По типу Юпитера 9, 11, 37, насчет 12 просто не помню. И Юпитер 8, у него геликоид максимально простой, из 2 элементов, по типу Индустар 26, там Индустар 50, наверное, элементарно. Внутри геликоид был еще окрашен черной краской, не совсем понимаю зачем, видимо, чтобы еще меньше там было отражений, но она была нанесена неравномерно, плюс за эти 50-70 лет, у моего почти 70, она, получается, начала соскабливаться вместе с затвердевшей смазкой. И в итоге забила витки. И витки-то эти забило так, что мне даже пришлось иголкой, так как они очень-очень, между ними расстояние маленькое, мне пришлось выковыривать иголкой, потому что кроме застывшей смазки, там еще был смятый алюминий, который еще и заживало между этими витками. В итоге вот эти были пробуксовки, это был какой-то пипец. И причем они были, эти пробуксовки, и между одной парой геликоида, и между второй, то есть он из 3 частей состоит, и вот одна пара и вторая между собой, везде были вот эти пробуксовки. В итоге они остались, буквально в одном месте, совсем-совсем небольшие. Но что я делал? Я часа 3 притирал между собой эти части. Да, это был полный пипец, я себе и зарезал все руки, где-то даже тисками приходилось, я не мог жестко работать, понятно, почему, хрупкое изделие. Но в итоге что я делал? То есть я промывал бензином калошей, вычищал просто щеткой, потом выковыривал иголкой, смазывал ВД и между собой вот так вот прогонял. Потихоньку, часа 3 подряд я на это потратил. Вот вам о том, как легко заниматься этим объективом. То есть я им сейчас уже занимаюсь, сегодня 3-й день. Понятно, не с утра до ночи,
Но вот сегодня третий день, хотя если бы в нем было все идеально, собирается, в общем-то, он несложно. Смазка Ceatim 221 вполне неплохо. Единственное, какая-то она немножко, не такая, что ли, эластичная, то есть она не так прям обволакивает, как вот это. Здесь прям написано пластичная смазка. Это не такая пластичная, но с другой стороны она очень легкая, а здесь, так как здесь уже подраздолбано все, и здесь еще и хвостовик, прям там две пары было просверлено этих гнездышек, отверстий под винтики, и в итоге кто-то промазал, я так понимаю, прямо от завода. То есть, не совпали, вот эти вот между собой значения не совпали. Хвостовик здесь затягивается только лишь болтами, винтами, этими винтиками, и он не затягивается вплотную. То есть, когда ты затягиваешь его до упора, как на некоторых объективах, его закручиваешь до упора хвостовик, и потом фиксируешь, просто как для лучшей безопасности, фиксируешь одним винтиком, максимум двумя. Здесь он находится в свободном качении, и то есть ты только винтиками его фиксируешь. Вот почему их 3. Как по мне, тупое решение, потому что он у меня люфтит, и он будет люфтить, потому что когда ты его закручиваешь максимально туго, у тебя перестает ходить, то есть есть перекос какой-то определенный, и у тебя перестает ходить вот это кольцо, или ходит очень туго, то есть он где-то там передавливает, зажимает. В итоге я отпускаю эти винтики, и он, просто минимального люфта оставил его, как бы я достиг, был еще сильнее, но в итоге здесь ходит максимально легко. И я решил на этом остановиться. Именно поэтому нужна очень легкая смазка, потому что куча направляющих. Именно такой у него состав этого геликоида. Не знаю, зачем было это делать. Это, я говорю, может быть, это какая-то элитность по отношению к 8-му. То есть вот эти направляющие, все так сложно. Трехэлементный геликоид. Но получилось даже хуже. В итоге мне очень по душе, как он ходит. Есть пробуксовка вот буквально здесь вот посередине, но она очень легкая. Я думаю, что со временем можно поработать, или она вообще уйдет. Просто еще дополнительно притрется между собой вместе со смазкой. Или я через полгодика поработаю и еще его пересмажу и дополнительно еще проработаю вот эти вот витки, где там цепляют немножко труд между собой. Как бы то ни было, по сравнению с тем, что было, просто мертвый геликоид, окаменевший. Это сейчас абсолютно летает. Абсолютно. Кайф. То, что я показал, оно верно. Только нужно первое, идеально притереть между собой все части. Они должны полностью свободно и легко между собой ходить. Я имею в виду без смазки. Нет, оно не должно болтаться, как говно по трубам. Но в тот же момент оно должно максимально легко ходить без каких-либо сопротивлений, закусов, зацепов. Потом мы берем смазку, прогоняем, тоже регулируем слой. Хотим потуже, значит больше или более густую смазку. И погнали. Здесь я тем, как ведет себя Ceatim, я доволен. Вымываем бензином калошей. Далее мы или зубной щеткой, если есть маленькие металлические щетки, прогоняем легкими такими маленькие, они как зубные, только металлические. Щетками смазываем ВДшкой, начинаем все это прогонять, притирать. И двигаемся дальше. Опять моем, опять смазываем, притираем, опять моем. И я так делал, раз 20, может, я уже не помню, не считал. Как бы то ни было, то, что я получил сейчас, меня очень-очень радует. Отпускаем нашу механическую часть и принимаемся за у нас узел линзоблок и диафрагма. Он вместе. Я его одним называю узлом. Здесь снимаем нашу прокладочку, юстировочное кольцо, неважно, его тоже не помешало бы помыть. Здесь вам нужно решить, если у вас линзоблок внутри в идеале, у меня он в принципе-то в идеале, очень не хочу туда лезть, но хотя бы элементарно попробую все-таки залезть. Откручиваем это кольцо. Здесь это кольцо, опять же, в отличие от 8-го Юпитера, держится на 2 винтиках. Вот один. И вот напротив я уже выкрутил. Будьте внимательны. Вот оно выкручивается по резьбе. Не забываем, что нужно будет его точно так же
Вот, пошло. Точно так же поставить на место. Так, просто снимаем. Оно должно быть вот к этому краю, к нижнему, вот так. То есть, а не наоборот. Вы не состыкуете вот эти точки. Ну, здесь как в Юпитере 8. Вот эти винтики вообще забываем об их существовании, их не трогаем. Они нужны для соединения вот этой серебристой части и вот этой черной. Ну, я думаю, что это для того, чтобы была какая-то там взаимозаменяемость, если где-то что-то повреждено и так далее. Выкручиваем наш винт, который фактически крутит нашу диафрагму. Выкрутили. И теперь вот всю эту часть, точно так же по резьбе, мы выкручиваем. Просто выкручиваем, пока не беспокоимся. Потом я подскажу, как ее поставить обратно, в каком месте и так далее. Тоже будьте аккуратны, потому что я вижу, вон тоже сыпется всякий хлам. Осталось только залезть уже внутрь сами линзоблоки. Между линзами и так далее. Передний, задний, в зависимости от того, как они там слеплены. Вы мне скажете, что я там показываю вам не полностью, но я не хочу туда лезть. Если вам нужно разобрать переднюю линзу, вот здесь у нас мы снимаем по резьбе вот наши зацепки для инструмента. Пользуйтесь инструментом. Не так много стоит. Там 1000, не знаю, 1000, да в районе 1000, наверное, на Алишке. Пользуйтесь. Снимаем это колечко, выкидываем линзы передние. То есть разбираем спереди. Далее здесь просто линзоблок, он будет цельный. Здесь вот есть внешняя резьба, это чтобы его выкрутить. Если вам нужно его разобрать, задний линзоблок, вот еще внутренняя резьба. Сорвали инструментом, скорее всего его никто не выкручивал до меня. Аккуратно и начинаем его. Очень туго идет. Все, я думаю, что я через задний все и почищу. Продуваем всегда вниз, ну, чтобы оно, у нас пыль какая есть, выпадала. Закручиваем обратно. Крупные какие-то соринки я убрал. Естественно, что в идеале нужно это все разбирать полностью в ноль, их мыть, эти линзы и так далее. Но тогда видео будет 2 часа, и я сомневаюсь, что кто-то его уже посмотрит. Потому что я считаю, что изучать объектив и повышать свой уровень его, ну вот, умение его расковырять, нужно тоже постепенно. Если хотя бы несколько человек научится вначале его пересмазывать, это уже будет хорошо. Потом, со временем, люди там будут залазить уже в линзоблоки. Мне кажется, учиться нужно постепенно, потому что можно потухнуть, ну, опустятся руки элементарно, и на этом все. Или можно сломать так, затягиваем, есть, что потом не захочешь в него залазить. С линзоблоком пока мы закончили, давайте всю эту историю смазывать и собирать. Естественно, перед этим мы все это дело моем. Итак, все высохло. Давайте теперь это смазывать. Здесь мы тонкий слой смазки, потому что оно будет соприкасаться хоть немного. И на резьбе, потому что будет оно двигаться по самой резьбе. Много ее не мажем, но в тот же момент, чтобы было. Потому что все равно оно где-то здесь будет тереть. В большей или меньшей степени. Ну и какая-то должна быть, как я и говорю, прокладка из смазки, такая как подушка. Угу. И докручиваем в начале до самого конца, до упора. Да, здесь, естественно, нужно ее разогнать немного, потому что такая же история со смазкой, как и везде. То есть хотите плавность, нужно разогнать, потому что там на резьбе такие же могут где-то быть заусенцы. О, вот я уже чувствую, насколько стало. Ну и опять же, если вы не хотите какого-то вот этого скрежета, извольте прогнать эту резьбу. Теперь нам нужно выставить это кольцо. Я никаких, конечно, засечек не делал. Сейчас мы попробуем понять логику, как это кольцо работает и куда его ставить. Берем, докручиваем его до упора. Накрутили, накрутили, и вот оно уперлось. Все, до упора. Теперь мы видим, что у нас диафрагма открыта максимально, то есть на 1,5. Мы берем, допустим,
Вот это у нас паз для нашего винтика. Я понимаю, скорее всего, это он и есть, потому что здесь вот царапины, то есть кто-то ковырял. Ну, допустим, мы этого не знаем. Мы берем и ведем к нашей вот этой проточке, где у нас гнездо для того, чтобы туда стопорной винт закрутить. Берем, ищем, и вот мы его находим. То есть вот ищем, 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 и вот мы его нашли. Плохо видно просто от смазки, но вот эта проточка, и вот она заканчивается у нас. Вот видно уже резьбу. Да, поэтому мы... Вот у нас она. Мы можем сделать полный оборот, чтобы оно было свободнее вот в этой части, между вот этими двумя частями. Но зачем? Я всегда делаю так, чтобы оно максимально плотно вот было накручено. То есть мы докручиваем до упора, а потом просто выходим. И в итоге сейчас мы закручиваем наш стопорной винт, и будет небольшой ход на закрытие. Закрутили, нашли вот то гнездо, закрутили, и теперь мы... Все, оно работает. То есть вот здесь у нас идеальная плавность. И, естественно, нужно немножко погонять, немножко разогнать. Нигде ничего не трет, не цепляет. Здесь есть тонкость. Вот нужно идеально совпасть, потому что это будет влиять на потом прокладку, которая ляжет тоненькая. И исходя из этого мы поймем, оно у нас состыкуется по значениям или нет. То есть это как бы по факту юстировка. Поэтому я вот при полностью закрытом положении возьму и напротив вот этого винтика сделаю маленькую риску, чтобы потом я точно понимал, как у меня оно состыковывается. Потому что не видно, честно говоря, где оно там есть, а на линзоблоке я метку делать не хочу. Ее практически не видно. Вот, эта меточка. Вот она, ну, приблизительно. Дальше я уже пойму по вот этому гнезду, состыкую, и понятно будет сразу, зайдет ли винтик или нет. Закрутили наши винтики. Накидываем теперь наше юстировочное колечко. Ну и в таком состоянии, может быть не полный разбор, но на данный момент так. У нас узел, линзоблок и диафрагма у нас собран и обслужен. Идеально плавная работа диафрагмы. Посмотрите, как ходит идеально плавно. Если будет нужно, она ходит очень-очень плавно. Именно это нам и было нужно. Ну и осталось только все это состыковать. То есть берем и просто все это накручиваем аккуратно. Угу. Накручиваем. Так. Давай. И нужно теперь это аккуратно дотянуть. Давайте я немножко это состыкую. И аккуратно дотягиваем. Опять же, без какого-либо жесткого фанатизма. Здесь у нас крутится все хорошо. Здесь у нас тоже крутится все хорошо. Объектив собран, обслужен, готов к работе. Осталось только сделать тесты. Ну, если он зайдет, ну, перед этим, конечно, нужно немножко будет тернуть линзы. Все-таки они залапанные. Но если этот объектив не зайдет, я буду использовать его в коротких метрах на съемках. А я как бы стараюсь работать теми объективами, которые собираю, разбираю и так далее. Будем пробовать. И вот небольшой футаж на максимально открытый на 1.5. Максимально открытая 1.5. Шикарная картинка, действительно воздушная. Кс-кс-кс-кс. Артист. Кот у нас Тимоша. Действительно картинка воздушная. Действительно. Экспонируюсь в ноль. Плоского профиля никакого. А подумайте еще, если плоский профиль Sony Log или хотя бы HLG, у него динамически немножко поменьше, но тоже интересно. Вот фокус. И погнал.
Фокус идеально плавный. Идеально плавный для видео, если будет нужно. Слушайте, ну вот вам и 57-й год. Вот понимаете, почему я этим занимаюсь? Ну, картинка, ну просто винтаж. Понятно, что свет довольно-таки удачный, но в тот же момент хочу сказать, что на небе мутно. То есть небо мутное, оно не ясное. Из-за этого, конечно, такого объема просто нету. По фокусу все отлично. Вот ушел фокус. Ушел фокус. Опять на ветках. Красота. Так, ну что, наша Анечка хочет сказать пару слов. Что прям уже все? Так официально? А кота видно? Секунда. Пока нас не было, мы успели воспитать еще одного кота. Так, ну что, я снимаю нашу Анечку. Анечка хочет сказать нам несколько слов. Ну, так официально, прямо речь. Да, диафрагма у нас 1,5, все так же. Только 5600 я выставил, потому что дело идет к закату. Вещай. Спасибо, что ждали нас. Надеюсь, вы скучали. Будем стараться делать вам еще больше тестов, интересных объективов, обзоров. Какая красота. Ну, что, смотри. Мы исчезли, но мы вернулись, у нас были уважительные причины. И мы снова готовы делать для вас разборы. Делаем это мы для вас. Потому что для себя мы и так делаем автоматически. И можно без видео. А видео мы делаем для вас. Для того, чтобы вы снимали, как и мы, на советскую мануальную оптику. И Спасибо, что ждали нас. Спасибо, что ждали нас. Мы читали все комментарии, на них отвечали. Поэтому мы вернулись. Все, я снимаю, давай. Мы для вас тут нашли лучшую локацию нашего двора. Ой. Да, 1,5. Ну, огонь, все цветет, мы цветем. Надеюсь, вы тоже цветете. Вот, будем делать дальше прикольные вещи. А ну, понюхай. Как вкусно пахнет. Правда вкусно пахнет? Ну, а то, медом пахнет везде. Ой. Давайте сделаем какие-то выводы. Мне этот объектив зашел. Действительно, он действительно Занар, воздушный. Я снимал тестовые, да, их было немного, но свет мутноватый, то есть я не могу сказать, что он еще полностью раскрылся, потому что небо мутное, да, солнце есть, но оно именно в дымке, поэтому весь объем, контраст тоже начал падать, объема такого нету. Но как бы то ни было, все были сняты на диафрагме 1,5, и если резкость есть при 1,5, значит при более закрытой она, по идее, будет еще выше, еще лучше. Я буду пользоваться этим объективом. Он действительно, ну, не без приключений, но я его восстановил. Мне очень нравится, как он ходит, все у него работает. Конечно, люфтит хвостовик. Да, это косяк, мне кажется, был и на сборке, и исходя из этого была эксплуатация не совсем правильная. Ну и он подраздолбался, немножко он люфтит. Но, как бы то ни было, на полном кадре он раскрывается просто шикарно. Честно говоря, уже охота им поработать, поэтому я так спешил. Тестов сделал мало, чтобы быстрее смонтировать и быстрее привести его в порядок. Может быть, даже повезу его в командировку на материк. Хочу сказать, что такие объективы, если будут вам попадаться за адекватные деньги, за вменяемые деньги, то есть там не 10 тысяч, как-то многовато. Ну, не знаю, 5 тысяч, 4. Если будут попадаться и будет у вас возможности, подкупайте их. Это действительно хороший объектив. Действительно, он действительно имеет душу, дает объемную и в тот же момент воздушную, сказочную картинку. И я думаю, что для кино он прямо будет огонь. Спасибо большое. Я думаю, что мы вернулись. Буду стараться снимать видео и дальше. Если вам не сложно, поделитесь ссылкой, поставьте лайк. Я понимаю, что я никогда не буду зарабатывать на этом ютубе, особенно ввиду последних событий глобальных. Но чем больше людей увидит это видео, тем приятнее, потому что, ну, мне лично видео снимать не нужно, чтобы его пересобрать. А для того, чтобы его увидели вы, я снимаю видео. Спасибо за просмотр. Увидимся.